Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Я как юрист, специализирующийся в области защиты прав человека, решительно выступаю против гнусных обвинений Софии Особы, которая посмела приравнять всех, кто отстаивает свое право свободно говорить на русском языке в Украине, к убийцам или даже вероятным заказчикам убийства ее матери, Ирины Фарион. Ее слова – это не просто клевета, а подлый удар в спину Украины, которая истекает кровью в войне за свою независимость. Более того, я заявляю, настоящие враги Украины – это украинские националисты, чья ядовитая идеология, ненависть и раскол играют на руку российскому агрессору. Их действия от исторических преступлений до современных провокаций разрушают нашу страну, нашу Украину изнутри. И я не собираюсь спокойно наблюдать, так как это делают представители властных институтов Украины, как это разрушение продолжается. Языковый вопрос в Украине – это не случайный спор, а поле боя, где националисты, как украинские, так и российские, веками разжигали ненависть, чтобы разорвать единство народа Украины. С XIII века, когда западные земли попали под польско-литовский гнет, а северо-восточные – под московское иго, началось искусственное разделение единого украинского народа. Уже тогда враги Украины сеяли семена ненависти, утверждая, что все, кто говорит на русском языке, чужаки, а этнические украинцы якобы единоличные хозяева Украины в законе. Это ложь, которая стала основой их предательской идеологии. В XIX веке, когда украинский язык начал возрождаться, благодаря Кирилло-Мефодиевскому братству и трудам Гоголя, националисты, такие как Николай Костомаров, подхватили эту идею, но извратили ее, противопоставляя украинцев и малороссов, которые видели себя частью общеукраинской общности. К началу XX века их движение стало откровенно враждебным. Николай Михновский с его лозунгом «Украина для украинцев» призывал к этнической чистке русских, поляков и евреев. Это не было борьбой за свободу. Это было предательством нашего многонационального украинского народа. В XX веке националисты перешли к террору. Организация украинских националистов ОУН, созданная в 1929 году, и ее боевое крыло УПА стали синонимами предательства. Их поджоги, убийства, сотрудничество с нацистами и участие в Волынской резне 1943 года, где было вырезано
до 100 тысяч поляков. Это кровавое пятно на истории Украины. Документы, включая работы Яна Гросса, подтверждают, АУН-УПА под видом скрытной борьбы за независимость Украины служила Гитлеру, уничтожая евреев, поляков и всех, кто не вписывался в их российскую утопию. Сегодняшние попытки героизации Бандеры, Шухевича и Фарион – это плевок в лицо жертвам их преступлений и всей Украине. После 1991 года националисты продолжили подрывать страну. Закон о языках 1989 года сбалансированно регулировал использование украинского и русского. Но с 2000-х годов эти враги Украины начали войну против русского языка. Законы 2019 года о государственном языке, ограничивающие русский в школах, СМИ и культуре, это не защита нации, а дискриминация миллионов граждан, что прямо нарушает Конституцию Украины, статья 10, и Европейскую хартию региональных языков. Националисты не хотят единства народа Украины. Они хотят власти. И ради этого готовы разорвать страну на части. После Евромайдана 2014 года такие группировки, как Правый сектор и Азов, захватили влияние, несмотря на свою малочисленность. Всего 500 боевиков Правого сектора против 12 тысяч участников Майдана. Их идеология, основанная на культе АУН-УПА, стала ядом, отравляющим общество. Они переименовывали улицы, навязывали лингвофобию и превратили языковый вопрос в инструмент травли. Это не борьба за Украину, это предательство, которое играет на руку Москве. Ирина Фарион была одним из главных рупоров этой ненависти. Ее заявление о русскоязычных, как о биомусоре и рабах, ее отказ считать украинцами русскоязычных бойцов ВСУ – это не патриотизм, а подрывная деятельность, которая разрывает страну в момент, когда стране единство требуется как воздух. Ее убийство 19 июля 2024 года – трагедия. Но использовать его, так как это делает София Особа, для того, чтобы травить русскоязычных, это продолжение дела националистов, которые всегда ставили свои провластные амбиции выше интересов Украины. Их риторика и действия – прямой путь к гражданскому конфликту, который ослабляет украинский народ перед внешним врагом. София Особа, обвиняя всех, кто защищает право говорить на русском, в причастности к убийству своей матери, переходит все границы закона и морали. Это не скорбь, это подлая клевета, которая служит интересам националистов и косвенно России. Следствие по делу Фарион не нашло доказательств того, что убийство связано
с языковым вопросом. Неопровержимых доказательств причастности подозреваемого 18-летнего Вячеслава Зинченко к убийству нет. А манифест в Телеграм, связанный с российской неонацистской группой, лишь запутывает дело. Ни одного факта, связывающего русскоязычных или их защитников с этим преступлением, нет. Я, как юрист, заявляю, эти обвинения – уголовно наказуемая клевета. Статья 129 Уголовного кодекса Украины. И дискриминация по языковому признаку, которая нарушает Всеобщую декларацию прав человека. Статья 2. От Софии Особы я требую немедленно извиниться перед миллионами русскоязычных украинцев, которых она оскорбила. В противном случае от их имени будут инициированы судебные процессы. Ее слова – это не просто ошибка, а продолжение дела националистов, которые сеют ненависть и разрушают Украину изнутри. Она либо не понимает, что делает, либо сознательно играет на руку врагу. Националисты и их пособники, вроде Софии Особы, это угроза существованию Украины. Их обвинения против русскоязычных граждан подрывают единство, без которого мы, граждане Украины, не можем выстоять в войне против российских оккупантов. Русскоязычные украинцы – это не предатели, а герои, которые сражаются в ВСУ, работают, платят налоги и строят страну. 3-я штурмовая бригада, русскоязычные жители Харькова, Киева, Одессы, Днепра доказали, язык не определяет патриотизм. А вот националисты с их культом Бандеры и лингвофобией – это 5-я колонна, которая ослабляет нас перед Россией. Их риторика уже используется кремлевской пропагандой для продвижения мифа о антироссии. Это предательство. И я, так же как и миллионы украинцев, не собираемся молчать. Я требую от Софии Особы немедленных, публичных извинений за клевету и разжигание ненависти. От властей Украины расследование деятельности националистов, включая их роль в дискриминации русскоязычных и защиты прав всех граждан. От общества бойкота националистической идеологии и поддержки единства ради победы. Русский язык – это часть Украины, и никто не смеет отнимать у нас наше право на него. Националисты, которые называют нас, русскоговорящих граждан Украины, убийцами за наш язык, это враги, которые хотят развалить Украину. Мы не дадим им этого сделать. Мы будем бороться за наши права, за единую Украину, где каждый, независимо от языка, часть единой украинской политической нации, маркируемой не украинским языком, а фактом гражданства Украины. Хватит раскола. Националисты, прекратите вести подрывную деятельность против Украины. Или мы заставим вас ответить перед законом и многонациональным народом Украины.